Ленивые люди проделывают небольшую работу и чувствуют, что они должны побеждать. Победители работают так усердно, как только могут, и так переживают из-за своей лени. Это абсолютная правда. Ленивые люди немного поработают и скажут: «О, брат, я просто не могу передохнуть». В то время как люди, которые действительно являются победителями, работают все время и все равно чувствуют, что работают недостаточно усердно. Так что я всегда могу определить по чьему-то образу мыслей на самом раннем этапе, получится у них это или нет. Вселенная чрезвычайно щедра на пожертвования. Для этого определенно не потребуется кто-то, кто работает изо всех сил и старается изо всех сил обращать внимание на свои технические характеристики, чтобы узнать новую информацию. Подписаться на мой список электронной почты, кто находится в реальном мире, взаимодействует с другими людьми с высоким уровнем общения и другими людьми, которые усердно работают и не отдают им то, чего они хотят. Вселенная даст тебе именно то, чего ты хочешь, если ты определенно этого заслуживаешь. Разговор о совете Кобры Тейт – это еще одна хорошая вещь. Я хотел сказать, что да, Вселенная — это плодородная почва, но плодородная почва сама по себе никуда не годится. Ты должен пахать, ты должен планировать, ты должен собирать урожай. Все правильно. То, что я чувствую, не имеет абсолютно никакого отношения к тому, как я живу своей жизнью. Я буду выполнять точно такие же задачи с точно такой же энергией. Независимо от того, счастлив я или печален, я все равно хочу победить. Подумай о каждом плохом решении, которое ты когда-либо принимал, и пойми, какие эмоции при этом испытываешь. Твой разум должен быть сильнее твоих чувств. Суть дела вот в чем. Если ты действительно хочешь победить, ты не можешь хотеть победы только тогда, когда ты счастлив. И ты не можешь хотеть победы только тогда, когда вы оба счастливы. Потому что ты соревнуешься с такими людьми, как я, которые хотят побеждать все время. И, к сожалению, в этой игре игрок сражается против игрока. Каждая девушка, которую ты хочешь, каждый доллар, который ты хочешь, я тоже хочу получить. Ты соревнуешься с такими мужчинами, как я, которые будут выступать даже тогда, когда идет дождь, а не только когда светит солнце. Если ты хочешь быть таким человеком, который может сделать это только в одном из этих сценариев, ты обречен на поражение. Ты должен быть готов к тому, чтобы постоянно выступать. У меня есть много людей, которые пишут мне сообщения и говорят, что у меня проблемы с мотивацией. И мой ответ прост: тогда оставайся неудачником. Если ты не можешь найти в себе мотивацию не быть неудачником, тогда я настоятельно рекомендую тебе просто оставаться неудачником, оставаться на своей полосе и держаться подальше от меня. У меня нет времени на людей, которые не могут найти в себе мотивации исправиться и наладить свою собственную жизнь. Я отношусь к тому типу людей, которые готовы выступать 7 дней в неделю. Не имеет значения, что я чувствую, не имеет значения, что случилось, не имеет значения, счастлив я или грустен, все равно что-то должно быть сделано. Именно такой образ мысли тебе нужно усвоить, если ты хочешь стать победителем. Я получаю 1000 электронных писем в день. Все, с кем я вырос, люди, которых я знаю, получают это постоянно. Они будут посылать мне сообщения со словами: «Эй, чувак, мне просто не повезло». Ты вовсе не считаешь себя невезучим. Ты просто ленивый гребаный неудачник. Вот и все, вот и все. Тебе совсем не повезло. Ты дышишь полной грудью. Тебе повезло. Те, кому не повезло, ушли. Ты жив, но при этом ты ленивый неудачник. Так что неудачник — это любой человек, у которого нет всего, чего он хочет в мгновение ока. Вот почему я называю себя неудачником, потому что у меня есть абсолютно все, о чем я когда-либо мог мечтать. И если бы я захотел чего-то, чего не мог бы иметь, я гарантирую тебе, что ты мог бы заговорить снова через несколько месяцев, и я чертовски счастлив. Я тебе это гарантирую. Потому что если я чего-то захочу, то не смогу этого получить, я не смогу уснуть. Вот что я тебе скажу. В свои 24 года я не мог платить за квартиру. В свои 28 лет я был миллионером. А в 32 года я уже ездил на Бугатти. Вот как быстро можно разбогатеть, если у тебя есть какой-то план. Естественное состояние человека – это состояние соперничества. Мужчины всегда соперничали друг с другом. Даже сейчас, прямо сейчас, мы соревнуемся друг с другом. Я покупаю Феррари не для того, чтобы быстро ездить. Иногда я так и делаю, но если я попаду в лондонскую пробку, то все будет происходить очень быстро. Это делается для того, чтобы показать это всем остальным. Вот в чем дело. Это нескончаемое соревнование. Я не ношу большой бриллиантовый патек стоимостью, $500 000, чтобы определить время. Я показываю время по своему телефону. Я делаю это потому, что у меня много денег. И вот это-то на самом деле есть самое интересное в этом мире, потому что мир изменился. Раньше мужчины ходили на войну и сражались друг с другом в физическом бою, а теперь мы этого не делаем. В летних картах все выглядит более цивилизованно. Именно насилие по-прежнему является основной чертой общества, когда мы стараемся его избегать. Мужчины постоянно вступают в борьбу, показывая друг другу, как мы можем изменить мир с помощью денег. Мы постоянно участвуем в боевых действиях из-за нашего статуса. 99% того, что делают мужчины, делается ради достижения статуса. Мы хотим быть в хорошей форме для достижения статуса. Нам нужна быстрая машина для достижения статуса. Мы хотим иметь красивый дом для достижения статуса. Мы хотим иметь часы с бриллиантами. Мы
хотим девочку-ястреба. Все это делается для того, чтобы повысить наш статус. Посмотри на меня. Я самый большой пес на свете. Вот так мы и соревнуемся друг с другом. Если ты собираешься быть чуваком, который притворяется, что это неправда, или чуваком, который не хочет соревноваться, твоя жизнь будет чертовски паршивой. Нет света без тьмы и нет радости без боли. У тебя не может быть радуги без небольшого дождика. И как бы сильно ты не стремился к удовольствию и счастью, между ними будут провалы и впадины. В будущем будут наблюдаться спады и тенденции к снижению цен. И у тебя возникнет сопоставление между тем временем, когда ты хохотал во все горла и вел себя легкомысленно, как ребенок, и тем временем, когда ты чувствуешь себя подавленным как таковой. И я думаю, что гораздо лучше просто придерживаться очень дисциплинированного и стойкого образа мысли. Я всегда нахожусь на одном и том же базовом уровне счастья, несмотря ни на что. Если бы я сегодня потерял все свои деньги, я был бы также счастлив. Если бы мой собственный капитал увеличился в 4 раза, я был бы также счастлив. До тех пор, пока я жив, что, к сожалению, сопряжено с трудностями в нынешних условиях, но до тех пор, пока я жив, и люди, о которых я забочусь и которых люблю, живы. И до тех пор, пока я жив, до тех пор, пока Бог дарует мне честь выполнять свои обязанности и обеспечивать людей, которых я люблю. Мне не все равно. Главное, чтобы я просыпался и знал, что в мире есть целая куча людей, которые нуждаются во мне. И я должен упорно трудиться, чтобы угодить им и принести пользу обществу и всему миру. Да, тогда ладно. Я сосуд Божий, и я счастлив. Я достаточно счастлив, чтобы выжить. Вот и все, что я на это смотрю. Я никогда не задумываюсь о том, как я себя чувствую. Мне это как-то не приходит в голову. У меня есть еще кое-какие дела, которые нужно сделать. У меня есть еще кое-какие дела. У меня есть чем заняться каждый божий день. У меня есть очень важные дела, которые нужно сделать. И то, как я себя чувствую на самом деле, никак не повлияет на то, как я выполню эти задачи. Ты прав. И когда я разговариваю с мужчинами, они говорят, что я несчастлив или мне нужно быть счастливее. Я думаю, что это абсолютно неправильный образ жизни. Ты мужчина, у тебя есть долг, у тебя есть честь, у тебя есть вещи, которые ты должен делать, независимо от того, что ты чувствуешь. А также люди, которые постоянно одержимы счастьем или печалью. Я просто думаю, что это неправильная парадигма смотреть на жизнь сквозь призму. Я думаю, что тебе следует встать и сделать то, что должно быть сделано. Люди говорят, что у меня была тяжелая травматическая жизнь. Они говорят, ну что же, тогда тебе очень-очень повезло. У тебя была тяжелая и травмирующая жизнь. Теперь ты, возможно, неправильно воспользовался этой травмой. Возможно, ты поставил ее не на то место. Возможно, ты принял матрицу, говорящую тебе, что теперь у тебя есть оправдание для неудачи, а не для того, чтобы использовать ее для роста. Но каждый ценный человек прошел через травму и пережил боль. Тебе будет больно стать сильным, больно разбогатеть, больно стать важным человеком. Тебе будет больно стать, из тебя никогда не получится ничего. Твои сердца могут быть разбиты еще много раз. Ты должен быть готов к тому, что тебе будет больно. Если ты не будешь готов к боли,